Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в мою мастерскую. Приступил к изготовлению простейшего делительного устройства. Собрал вот такие комплектующие. Это будет крепление к фрезерному столу, основа. И буду использовать 120-й патрон в качестве устройства, в которое можно, собственно, зажимать детали. Чтобы делить, нужна шкала. Так как устройство простейшее, здесь не будет никаких редукторов, просто будет шкала, по ней можно будет ориентироваться и выставлять нужный угол. Приспособа делается для фрезерного станка. Сейчас нужно сделать планшайбу, которая будет соединять патрон с этой деталью, потому что если ее так поставить, она здесь болтается. Да, и она тонкая. Здесь очень мало тела, ну не так уж и мало, где-то 5 миллиметров стали. И есть упорный поясок, что хорошо, шлифованный. Но нужно изготовить планшайбу, чтобы можно было патрон соединить с этой деталью. Планшайбу делаю из чугуна. За основу взял блины от штанги. На металлоломе нашел очень много таких блинов, было выкинуто. Несколько штук приобрел и теперь использую в качестве заготовок для деталей. Обработку веду на 120 оборотах. Две вот этих посадки, которая будет на патрон садиться, и вот сюда сделаю с одной установки, чтобы как можно лучше минимизировать биение на патроне в будущем. Резец достает только под углом до конца, если выровнять ровно, он до конца не достает. Ну а теперь можно выточить сюда. Здесь тоже буду обрабатывать, потому что тут поверхность коническая. Все, патрончик налез. Теперь у станка 2 патрона. Патрон сидит хорошо, не выпадает, как видите. Все нормально. Теперь нужно снять его. Оп, есть. Нужно разметить отверстие и просверлить. Здесь можно просверлить просто обычным сверлом. Что я и сделаю, обычной дрелью. Перед тем, как ставить эту деталь, прошел еще раз кулачки. Потому что уже немножко есть биение. Нужно добиться того, чтобы вот эта деталь туда очень плотно вставлялась вовнутрь.
прямо очень плотно идет. Деталька сюда залазит уже очень плотно. Заодно сделал поясок здесь. Вот тут выточку сделал. Чтобы не всей площадью шайба упиралась, а лишь по краю. Здесь она будет из-за этого плотнее прилегать и четко сидеть, упираться краями в стол. Получилась такая вот красота. Здесь немного выступает, далее увидите для чего. Садится очень-очень плотно, хорошо. А сюда патрончик. Чтобы сделать подтайные шляпки, буду рассверливать вот такой вот цыковочкой. Здесь есть центрирующий поясок, который не даст уводить в сторону, потому что здесь есть ступенька. Рассверливать буду мощной ручной дрелью. Получается довольно-таки красивое отверстие. Крепежные болты готовы. Теперь можно собрать этот узел. Патрон ставится и фиксируется на планшайбе, на вот этом пояске. Так. А здесь все стягивается болтами на 8. Так, ну предварительно собрал. Теперь эта вещь имеет следующий вид. Патрон побитый жизнью, конечно, но он еще нормальный, здесь кулачки не болтаются. В качестве основания вместо вот этой железяки решил использовать другую вещь, более интересную. Нашелся у меня кусочек плиты из чугуна. Вот на нее я и сделаю крепление этого патрона. Плита, она в длину и шире, легче будет крепить зажимы. Также проще организовать крепление плиты к столу фрезерного. И можно еще дополнительно реализовать крепление вот в таком положении. То есть, чтобы можно было вставить под 90 градусов головку. Так как у меня горизонтально фрезерный, ВФГ нету, эта функция будет очень даже полезна. Выглядеть все это дело будет примерно так. Здесь я решил отказаться. Здесь сделаю пазы для крепления стола в горизонтальном положении. А сюда приделаю подошву, что-то типа этого, чтобы можно было его переворачивать в вертикальное положение, чтобы патрон стоял вот так. Ну и вся головка тоже. Поставил маленькую фрезу на 12 мм, конус Морзе 3. Установил заготовку на стол и прижал с помощью зажимов. Всю заготовку промерял лекальным угольником. Появился у меня теперь новый такой угольничек. Придарил мне подписчик моего канала при личной встрече. Теперь уже пользуюсь. Промерил всю плитку. Углы все под 90 градусов. Все ровные углы. Что меня очень сильно радует. Потому что вещь инструментальная будет. И нужно ее сделать как можно точнее. Высоты стола не хватает. Высоты подъема стола. То есть винт заканчивается раньше, чем фрезеровка. Поэтому принял решение фрезеровать в тисках. Фреза маленькая, здесь усилия не сверхогромные. Должна выстоять заготовка. Да, выстоит, куда она денется.
Здесь зато можно вертикальный стол зафиксировать и делать чисто на двух подачах. Для начала возьму около 7 миллиметров заглубление. Идет хорошо, мягенько. Один пазик есть. Теперь то же самое, но с другой стороны. В тисках тоже очень даже неплохо получается. Установил заготовку на токарный станок. Опять предстоит эпичное растачивание. Здесь нужно сделать точное отверстие под вот этот центральный выступ. Выставился по индикатору. Биение не более 3 соток. Тут еще поверхность не очень ровная. То есть вот так вот оно стреляет. Уже начал немного рассверливать, маленьким сверлом прошел и начал проходить большим. Но потом решил переделать крепление. Тут крепление своеобразное. Не сверх, конечно, жестко оно сидит, но потихоньку буду очень медленно растачивать и рассверливать. Здесь 2 прижима на шпильках. Здесь упор, потому что буду толкать и на патрон при растачивании. Еще помогаю задней бабкой. Подпираю вот так, чтобы еще жестче сидело. И здесь тоже упор, чтобы оно не съехало в эту сторону. Так что 2 упора и 2 прижима. И плюс подпорка задней бабкой. Надеюсь, все это удастся. Просто иначе я не знаю, как расточить точное отверстие под посадку патрона с планшайбой. Так что весь процесс теперь выглядит следующим образом. Вот эту штуку я вытыкаю, шестерню, и подаю за счет задней бабки. Вставил сверло на 18 и понемногу буду рассверливать. Получилось такое отверстие. Теперь растачиваю резцом на подаче. Резец установил в патрон, зажал за 2 кулачка и включил подачу. Все, пошла обработка. Многовато за проход, надо подуменьшить. Уменьшил вылет резца и включил подачу. Что-то никак оно не пойдет. Ага, пошло. Ну вот сейчас нормально. Где-то полмиллиметра за проход. Тут спешить некуда. Деталь не очень жестко установлена, не очень надежно. Поэтому лучше не спешить. Клин затянул как можно сильнее поперечного суппорта, чтобы не было никаких качаний, движений. Подача резца производится следующим образом. Он зажат за 2 кулачка. И вот так вот буквально. Оп. И вся подача.
Где-то еще полмиллиметрика подал. Таким методом, ребята, можно, оказывается, довольно-таки точное отверстие сделать. Вот смотрите. Ну, как я делаю. Немножко подстучу. Резец не сверх сильно зажат. На 2 кулачках, как я уже показывал. Вот. Здесь есть пустота. То есть он боковыми поверхностями 2 кулачков всего лишь зажат. И можно сюда ударить молотком. Очень нежно. И он перемещается. Вот так буквально за 3 прохода, когда уже близилось дело, то есть осталось последние полмиллиметра, добился такого результата. Сейчас очень плотно там сидит. Сейчас пройду таким макаром. Ну а дальше можно будет посмотреть. Может, я эти заусеницы сошлифую наждаком. Потому что они потом разбиваются, канавки от резца. И отверстие становится больше гораздо, чем надо. Отверстие готово. Смотрим, что получилось. Ну, тут все мертво, конечно, сидит. Шайба нигде не оттопыривается, сидит плотно. Это, опять же, очень-очень хорошо. Можно снимать деталь. Отверстие сделано. Осталось сделать все остальное. Еще много здесь работ. Поворотный столик приобретает уже вид готового изделия. После монтажа на такую большую пластину его можно использовать и так. Устанавливать на фрезерный стол. Можно устанавливать вот так. Теперь хочу сделать здесь шкалу. Есть у меня кусочек тоже ответного устройства от вот этого лимба. И хочу я под углом его отрезать и вот сюда прикрутить какими-нибудь винтиками, чтобы видно было как раз таки 0. Здесь десятки еще показывает по нониусу. То есть будет шкала с нониусом. Благодаря этому устройство довольно-таки точное будет. Также нужно будет все пришабрить. По крайней мере, вот эту часть к этой. Ну, это я просто по плите сделаю. Тут долго не надо будет, потому что поверхность фрезерованная, ровная. Это не то, что я линейку болгаркой отпиливал лекальную. Тут все гораздо быстрее все дело будет. Отпиливаю заготовку, чтобы поставить делительное устройство под углом. Использую дисковую фрезу. Обороты 120. Этот пропил делаю с 3-го захода. То есть 3-й проход идет сейчас. Вот эта часть будет прикручиваться сюда. И к ней можно будет прикрутить либо вот эту часть. К ней можно будет прикрутить стол под 90 градусов. То есть лицом к концевой фрезе. Рассверливаю постепенно отверстие. Сначала вот таким сверлом, чуть меньшего диаметра, тоже с центровкой посередине, потом цыковкой. Фрезерую зажимы,
чтобы можно было крепить вращающийся столик, то есть фиксировать его от вращения. Делаю сразу два. Делаю сразу две ступеньки, а потом просто распилю напополам и сделаю отверстие. Все примерно в таком виде будет. Прижимы будут стоять на этом месте. Профрезеровал канавки. Все отлично прижимается. Чтобы точно просверлить отверстие под резьбу, которая будет в теле стола, выточил втулку. Втулка вставляется сюда. Так, ну тут нужно фаску снять. Здесь уже все нормально. Втулка вот так вставляется, и можно накернить ее весьма точно. Теперь есть гарантия, что все точно накернено, останется только точно просверлить, что, кстати, тоже не очень просто. Резьба будет на всю глубину. Отверстие под резьбу сверлил ручной дрелью, но чтобы они были под 90 градусов, использовал такой вот кондуктор. Просто вручную ставил его и дрелью просверливал. Получилось довольно-таки все перпендикулярно. Сюда осталось прикрутить шкалу с нониусом ценой деления в 1/10. Для того, чтобы рассверлить отверстие под винтик, воспользуюсь данной цыковкой. У нее есть хвостовичок, который плотно входит в отверстие и не дает болтанки. Там можно очень красиво и качественно рассверлить. Все, нониус на своем месте. Очень четко все получилось. Чуть-чуть ослабляем зажимы и пробуем крутить. Ну, вроде бы нормально все. Еще что доработал. Помимо 3 болтов, которые прикручиваются к патрону, добавил еще 6 небольших винтиков на 6. Просто мне видится, что так как планшайба тонкая, то жесткости будет маловато при такой схеме. Ну а так практически везде зажимы перекрывают этот диапазон, и все время будет рядом с болтом, будет нормально все работать. Гайки для зажима стола решил сделать из бронзы. Резьба должна быть соосная, поэтому делаю с подпиранием в заднюю бабку.
Получились две такие штуки. Хочется их облагородить и сделать вот здесь совсем такие вот кругляши. Ну, для начала просверлю отверстие под рычаги. Ну, в общем, чтобы не нужно было никаких ключей, чтобы удобно было пользоваться поворотным столиком. Боковые отверстия проще всего оказалось сделать с помощью маленькой ручной дрели. Резьбу сделал глухую. Резьба в отверстие не выходит. И имеем две таких детали. Здесь резьба и здесь резьба. Здесь на 10, здесь на 8. Вставил кончик болта в патрон. Болт имеет тело, хорошее основание. Резьба торчит только в этом месте. Чтобы удобно было обрабатывать, теперь просто накручу детальку одну за одной сюда. Она, получается, и в патрон упирается, и на болте сидит. И можно смело обработать вокруг эту поверхность, как угодно. Ах, горячая какая. Теперь, ребята, мы будем делать шарики из эбонитовой палочки. Теперь нужно нарезать резьбу и разделить на кубики, на кусочки. Надеваем на оправку заготовку, чтобы можно было сделать шарик. Получилось два таких симпатичных маленьких шарика диаметром 22 миллиметра и с резьбой. Осталось сделать оськи, чтобы соединить с гайками. Делаю паз на подошве, которая будет устанавливать головку под 90 градусов. Делаю паз под шпонку, который будет входить в стол фрезерного станка. Шпонка 12 миллиметров, там именно такой паз. И будет сразу устанавливаться. Ось столика будет параллельно оси шпинделя фрезерного станка. Для этого фрезерую паз за несколько проходов, а потом сделаю шпонки. Их можно будет снимать, если, допустим, на гладкий стол устанавливать. Ну, в основном она будет стоять, чтобы фиксировать данное устройство.
так это дело выглядит на столе. Есть какой-то минимальный люфт. Ну, он где есть, где нет. Стол уже побитый жизнью. Тут вот и профрезеровано уже. По крайней мере, можно к какой-то стороне прижимать. И если особенно не сверхточные работы, очень удобно ориентироваться. Основание крепится на 5 болтах. И плюс 2 шлифованных штифта, которые вставляются в отверстия, специально для них предназначенные. Отверстия сделал очень точными. Можно подсобрать устройство. Сначала штифты. Раз и два. Ну а теперь можно закрутить и болты. Сейчас несколько слов о том, что же все-таки получилось. Что за самодельный поворотный столик получился. Итак, он может базироваться как в этом положении, плашмя на столе. Также можно его поворачивать вертикально. Ставить лицом к шпинделю и регулировать угол фрезерования. Для того, чтобы соосность соблюдалась относительно шпинделя, чтобы, грубо говоря, конуса не точить, сделал на столе на угловом шпонке 12-миллиметровые, они как раз в НГФ стол вставляются. Уши крепления, конечно, сбоку сильно получились. Ну, если силовые детали какие-то не фрезеровать, вообще-то я цветмет в основном планирую делать, то должно быть все нормально. На столике есть шкала, также есть нониусная шкала, которой можно десятки выставлять. Шкала довольно-таки точная, станочная, взята со станочного лимба или что-то там. Ну, в общем, все разделено довольно точно и не самодельное. Зажимы работают следующим образом. Два таких зажимчика. Столик перемещается вручную. Если нужно что-то круглое фрезеровать, можно поджать немного и за счет отверстий в патроне поворачивать и фрезеровать. Здесь вот ход есть. Ну, возможно, какой-то удлинитель, не патрон, он коротковат, честно говоря. Вот этот угол можно было снести. Немного мешается и зажимать, если в этом положении. Ну, вот оно, в общем-то, не цепляется, но все равно, если бы тут было пространство, было бы немного получше. Зажимы зажимают очень плотно, то есть даже чуть-чуть поджать, если здесь можно подтянуть будет, чуть-чуть поджать, уже провернуть здесь будет весьма сложно. Так это я просто поджал еле-еле. Если сильнее поджать, уже все, мертво становится. Если приотпустить, можно вращать столик. Зажимы сами не отжимаются. Сделал как можно параллельные их основанию, чтобы они зажимались. Ну, в общем, все было нормально. Подошва вертикально, чтобы ставить вертикально, прикручена на 5 болтов. И 2 штифта сделаны. Постарался сделать как можно точнее. Здесь вот даже по лекальной линейке можно проверить. Все должно быть весьма и весьма точно. Вот здесь есть микроскопический просвет, может 5 соток. Здесь нету. Точность довольно-таки, позиционирование будет высокое. Длинные детали делать не планируется, поэтому конусности особой быть на обычных деталях не будет. Единственная недоработка, надо чуть-чуть здесь на миллиметр сточить. Вот это, но это уже на фрезерном сточить основание, потому что кулачок он выходит и цепляется. Вот здесь я уже немного подрал. Он буквально на 3 десятки здесь цепляет. А так все более-менее рассчитано нормально. Через эти пазы столик будет крепиться к станку.
Это лишь первое подобное устройство, мною изготовленное. У меня есть еще две интересные штуки. В следующий раз, когда я заморочусь на подобные дела, буду делать уже из вот этого. То есть здесь червяк на подшипниках, на упорных. И есть шестерня ответная. Шестерня имеет прорезь, смещается. Я делал уже обзор на эти детали. Приобрел особое устройство. Там была вот эта вот шкала на столике, которая и редуктор червячный, станочный. С него можно запросто сделать маленькую делительную головку. Буду делать полностью корпус самостоятельный. Должна будет тоже получиться очень даже симпатичная вещица. На этом в принципе все. Кому видео было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидите, что будет дальше, увидите другие устройства. Всех благодарю за внимание. Всем пока. Фреза уже подсевшая, новой фрезой получше будет. Ну и вот в таком духе можно подать на себя еще немножко и продолжить. Повторяюсь, фреза стоит. Не та, что надо для этой цели, но чисто для эксперимента пойдет.